поисках счастья, удачи многие люди помещают дома волшебные, по их мнению, талисманы. Например, денежное дерево, жабу из фэншуй или волшебную картину. Много людей верит, что такие картины им помогли получить то, что было необходимо. Например, улучшение здоровья, повышение на работе, много денег, счастливую любовь. В истории есть несколько таких загадочных волшебных картин. Но самое известное – это портрет цыганки, приносящей счастье. Он принадлежит американской семье Карбоне. Мы расскажем историю портрета и историю того, как с его помощью многие люди по всему миру добились успеха. Ну или они так думают. В то, что мы расскажем, вы можете верить или не верить. Верим ли мы сами – это наш секрет. Но когда вам трудно, и вы ищете, как подняться, вы поверите во что угодно. Может быть, при этом именно ваша вера и поможет вам. Либо поможет исправить положение, либо поможет психически продержаться до лучших времен. А они обязательно наступят. А как же иначе? Приветствуем вас на информационно-образовательном канале «Книга Назипова о религиях». Здесь вы с нами вместе постараетесь понять мир, в котором живете и в котором будете жить в будущем. Главный принцип врача – не навреди. В мире оккультистов, к которому мы не принадлежим, знают, что когда вы применяете магию, вы можете навредить себе этим. Пусть это будет даже безобидный талисман, даже, например, счастливая монетка в кошельке. Чтобы не навредить, вам надо тщательно изучить в интернете материал, надо верить в чудо, надо не вредить чудесами другим людям. Впрочем, не бойтесь, вы все хоть раз в жизни молились, а Бог в авраамистических религиях настолько страшен, силен, жесток, суров, что если вы не побоялись попытаться прибегнуть к Его помощи, то вы бесстрашны. Все волшебные силы мира не столь сильны и суровы, как Он. Вспомните потоп. Бог убил все человечество, кроме одной семьи. Затопил весь мир водой. Убил при этом даже невинных детей, даже всех безгрешных животных. Разве другие волшебные силы сотворили бы такое? Они не столь жестоки и сильны, не столь страшны, не столь суровы. В 1897 году мелкий итальянский торговец Луиджи Карбоне купил в Италии картину «Портрет цыганки» у неизвестного уличного художника. После этого все в его жизни стало меняться к лучшему. Он разбогател, его жена, страдавшая бесплодием, забеременела и родила близнецов. Карбоне поначалу не знал, что все это связано с картиной. В дальнейшем он заметил, что когда картину он вынес в сарай, то начались несчастья, болезни детей, пожар. Когда он снова занес ее в дом, то все снова стало хорошо. Репродукции картины приобрели друзья семьи, и у всех сразу началась полоса везения. Больные выздоравливали, бедные улучшали материальный достаток, приходило счастье в любви, поправлялась неудачная супружеская жизнь, процветал бизнес. Потомки Карбоне живут в Чикаго и берегут эту картину. У них все хорошо, и они это связывают с действием картины. История о картине «Портрет цыганки, приносящей счастье», о том, как она помогает людям, вскоре стало известно очень-очень многим.
и дошла до газетчиков. Историю и саму картину стали печатать американские газеты. Говорят, что все они после этого стали очень успешными. Среди них Daily News, одна из крупнейших газет мира. Вслед за американскими картину и информацию о ней опубликовали европейские издания. В 80-х годах 20 века ее опубликовали издания в СССР, «Кубанские новости» и «Домашний доктор». Таким образом, уже 3,5 десятилетия история и картина известны в России. И в интернете есть отзывы о том, помогает ли картина. Почитайте их, проверьте информацию, которую мы вам рассказали. Чтобы вам сразу получить всю полноту информации, некоторые из этих отзывов мы приводим ниже. Зачитаем несколько отзывов из интернета по картине «Портрет цыганки, приносящей счастье». Некая Манюня пишет: «Поставила копию портрета цыганки на стол, и в тот же вечер мне позвонил молодой человек, звонка которого я ждала 1,5 года. Я была так счастлива. Спасибо цыганке. Буду ждать дальше чудес и радостей. Я верю в хорошую энергетику этого портрета». Некая Ольга пишет: «С тех пор, как цыганка появилась на нашем сайте, с ним тоже случаются чудеса. Он стал более посещаемым. От рекламодателей нет отбоя. Разве это не чудо?» Некий Чебурашка пишет: «Во время ремонта дома у Карбона полотно перенесли в сарай, и вдруг семью стали преследовать неудачи. Дети заболели, в доме вспыхнул пожар, бизнес понес непредвиденные потери. Вот этот момент очень интересен. То есть, я так понял, портрет придется всегда иметь при себе». Некий Штирлиц пишет: «Портрет в дом, удача в дом. Портрет из дома, здравствуй, жопа, Новый год. Больные дети, пожар, непредвиденные финансовые потери. Это ведь ахтунг». Некий аноним пишет: «А в чем проблема-то? В жизни всякая фигня случается. И если этот портрет помогает, пусть занимает свое место в доме. Никому не мешает, да и девушка тоже красивая». Некая Елена пишет: «А я поставила на компе на рабочем столе в пятницу, а в понедельник вышла на работу и узнала, что меня хотят сократить. Еще через пару дней я заболела так, что думала не выживу, пока не убрала этот портрет». Некая Светлана пишет: «У меня есть такой портрет, ему лет 20. Это вырезка из какой-то старой газеты. Ну что сказать, всего, чего я хочу, я всегда добиваюсь. Главное – верить». Некая Лика пишет: «Надежда, вера, любовь. Верить надо. Я узнала об этой цыганке из интернета и, конечно же, сделала себе распечатку. Верю, что цыганка действительно приносит счастье. Я по жизни грустный человек, всем недовольный, но с появлением портрета у меня улучшилось настроение. Я смотрю на жизнь более позитивно». Для тех, кто поверил, что картина «Портрет цыганки, приносящий счастье», помогает достичь успеха, и кто будет использовать картину как талисман, подчеркну 5 важных моментов. Первый. Пишут, что успех и счастье приносит не сама картина, а общение с картиной. Поэтому, если вы сделаете распечатку и повесите дома, то общайтесь с ней, просите, здоровайтесь, желайте спокойной ночи. Это как с цветком денежное дерево в фэншуе. Второй. Лучше, если вы проявите любовь и уважение к картине.
Если вы поместите ее в красивую рамку, повесите в хорошем месте, где чисто и красиво, где часто ваш взгляд будет падать на картину. Может, вы примените для выбора места фэншуйские принципы, где по этой системе должен находиться талисман на удачу. Третий. Надо верить в чудеса. Чудеса приходят к нам из мира подсознания. Вера здесь – это как волшебная палочка, без нее никуда. Четвертый. Надо использовать настоящий портрет, вернее копию настоящего. Того, что был опубликован в иностранных и советских газетах. Тот, что размещен нами в превью этого видео. В интернете много измененных портретов этой цыганки. С цветами в волосах, раскрашенных, с чертами лица, сделанными на фотошопе, даже более красивыми для современного человека. Но Карбоне принес удачу не такой портрет. Копия должна быть максимально приближена к оригиналу. Пятый. Не надо ставить портрет на рабочем столе компьютера. Я сам убедился в этом на себе. Не знаю почему, но не надо. Возможно, потому что всякий раз, выключая компьютер, мы как бы убираем портрет от себя. Также и когда открываем на компьютере другие окна, которые закрывают портрет на рабочем столе. Да и различные файлы поверх портрета на рабочем столе как бы марают и обижают это изображение. Есть еще шестой момент, но это настолько важно, что мы выделили для него отдельный пункт ниже. А вот еще одна версия для вас, почему многим портрет цыганки, приносящий счастье, не помогал, а даже вредил. Потому что сверхъестественная помощь связана с подсознанием. А при этом многие, оставаясь христианами и мусульманами, одновременно применяют заговоры, талисманы на удачу, например, вот этот же портрет цыганки. И при этом они знают, что это противоречит их же религии, в которой сказано «не создай себе кумира», где есть правило неприятия любых идолов, будь то скульптуры или картины. Бог в Библии и в Коране наказывает рабов своих за то, что они обращаются к идолам. Может быть, верующим людям надо подумать, что проблемы им создает и вовсе и не портрет, а их Бог, который их наказывает за портрет. Или проблемы им создает их вера. У людей, которые боятся Бога и совершают для Него христианские обряды и ритуалы, при совершении нехристианских возникает когнитивный диссонанс. Поэтому вместо пользы талисманы приносят вред. Вот нельзя носить крестик и разговаривать с денежным деревом. Вот нельзя держать дома иконы и рядом с ними фэншуйскую жабу. Вы уж как-то определитесь, что для вас ближе, и обращайтесь только к этому. Выберите для себя быть счастливым не рабом Бога, а человеком, что звучит гордо. Или же быть верным рабом Бога, пусть даже может быть несчастным в этой земной жизни. Мы сняли видео про портрет цыганки, приносящий счастье. Мы много раз показали в нем и на его превью этот легендарный портрет. Если портрет приносит счастье, удачу, то он должен сделать наш YouTube-канал очень-очень успешным. Как он вроде бы сделал успешными газеты, в которых печатали его и статьи о нем. Пусть по прошествии времени, в 2020 году и далее, наши успехи будут одним из показателей результативности помощи от портрета цыганки, приносящего счастье.
Если вы увидите на наших видео миллионы просмотров, то может быть это помощь портрета. Ну а может быть и нет. У победы всегда много родителей. Это только поражение всегда сирота. Но если успеха у канала не будет, то это однозначно свидетельствует о неудачности эксперимента с использованием нами его помощи. Успех канала до размещения видео не может нарушить чистоту этого теста, потому что наш канал еще очень-очень молодой и не раскрученный. Ему еще только 4 месяца, и на нем лишь 1500 подписчиков, в основном из числа студентов автора канала, которые не являются целевой аудиторией, а подписались из интереса и уважения. Важно при этом, что мы активно работаем. Это важно потому, что в эзотерике волшебство не заменяет труд, а помогает ему дополнительной удачей. Это так же, например, как вот нельзя, имея удачу, выиграть в лотерею, если при этом не купить лотерейный билет. Но и без удачи можно скупить все билеты, но остаться без выигрыша. Давайте вместе посмотрим, к чему приведет наш упорный труд и плюс к нему портрет цыганки, приносящий счастье, удачу. Если у канала вы обнаружите очень большой успех, то можете последовать нашему примеру и прибегнуть к помощи портрета для себя. Удачи вам, друзья! Вспомним красивые слова из фильма. «Я не волшебник, я только учусь, но дружба позволяет нам делать настоящие чудеса». Мы с вами все не волшебники, но только учимся. Но дружба, вера в чудо и информация позволяет нам делать для себя настоящие чудеса. Друзья, благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, смотрите все наши видео. Узнайте все о технологиях успеха. С этой технологией вам вместе с нами все удается. Вы богатые, счастливые, любимые, удачливые.